Мы ведем прямую трансляцию из Джорджии, ключевого штата в гонке за Белый дом. Через несколько минут действующий президент США проведет дебаты с бывшим президентом США в качестве кандидатов от своих партий впервые в американской истории. Мы приветствуем наших зрителей в США и по всему миру в наших студиях в Атланте. Это президентские дебаты CNN. Дебаты проводятся CNN и транслируются в прямом эфире на CNN, CNN International, CNN.com, CNN Max и CNN Espanol. Это решающий момент между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом в их реванше за высший пост в стране. До дня выборов осталось чуть больше 4 месяцев, и каждый из них будет отстаивать свою точку зрения перед американским народом. Добрый вечер, я Дана Баш, ведущая программы CNN «Внутренняя политика» и соведущая программы «Положение дел в стране». Я Дик Такер, ведущий программы CNN The Lead и соведущий программы State of the Union. Сегодня вечером мы с Даной будем самодераторами. Наша задача – организовать сегодняшние дебаты между двумя кандидатами. Прежде чем мы представим их, мы хотим поделиться правилами дебатов с домашней аудиторией. Бывший президент Трамп будет находиться в левой части экрана. Президент Байден будет выступать справа. Их позиции определило подбрасывание монеты. У каждого кандидата будет 2 минуты на ответ на вопрос и по 1 минуте на ответы и опровержения. Дополнительная минута для последующего уточнения или ответа предоставляется по усмотрению ведущего. Когда наступит время для выступления кандидата, его микрофон будет включен, а микрофон его оппонента выключен. Если кандидат будет перебивать, когда его микрофон выключен, зрителям дома будет трудно понять, о чем идет речь. В конце дебатов каждый кандидат получит по 2 минуты на заключительное слово. Студийной аудитории сегодня не будет. Во время дебатов не допускаются заранее написанные заметки, реквизит и контакты с сотрудниками избирательного штаба. Принимая наше приглашение на дебаты, оба кандидата и их компании согласились принять эти правила. Поприветствуйте 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Друзья, как дела? Здорово выглядит. Спасибо. Поприветствуйте 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Джентльмены, большое спасибо, что вы здесь. Давайте начнем дебаты и начнем с вопроса, который, по словам избирателей, волнует их больше всего с экономики. Президент Байден, инфляция замедлилась, но цены остаются высокими. С тех пор, как вы вступили в должность, цены на предметы первой необходимости выросли. Например, корзина продуктов, которая тогда стоила $100, сейчас стоит более $120, а цены на обычные дома подскочили более чем на 30%. Что вы скажете избирателям, которые считают, что при вашем президентстве им стало хуже, чем при президенте Трампе? Мы должны взглянуть на то, что мне оставили, когда я стал президентом, что оставил мне мистер Трамп. У нас была экономика, которая находилась в свободном падении. С пандемией справлялись так плохо, что многие люди умирали. Все, что он сказал, это не так уж серьезно, просто возьмите немного моющего средства в руку, и все будет в порядке. Экономика рухнула, рабочих мест не было, уровень безработицы вырос до 15%. Это было ужасно, и нам нужно было попытаться собрать все заново. Именно это мы и начали делать. Мы создали 15 тысяч новых рабочих мест. Мы довели ситуацию до того, что у нас появилось 800 тысяч новых рабочих мест в производстве. Еще больше предстоит сделать. Люди из рабочего класса все еще в беде. Я родом из Скрентона, штат Пенсильвания. Я родом из семьи, где кухонный стол, если в течение месяца не хватало денег, был проблемой. Цена на яйца, цена на газ, цена на жилье, цена на целый ряд вещей. Вот почему я так усердно работаю над тем, чтобы решить эти проблемы, и мы обязательно снизим цены на жилье. Мы позаботимся о том, чтобы построить 2 миллиона новых единиц жилья, мы обеспечим ограничение арендной платы, чтобы корпоративная жадность не смогла взять верх. Сочетание того, что осталось от корпоративной жадности, и есть причина, по которой мы сейчас находимся в этой проблеме. Кроме того, мы находимся в ситуации, когда, если бы вам пришлось взглянуть на все, что было сделано в его администрации, он сделал совсем немного. К тому времени, как он ушел, все было в хаосе, буквально в хаосе. И вот мы вернули все на круги своя. Мы создали, как я уже сказал, эти рабочие места. Мы добились того, что цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, что является серьезной проблемой для многих людей, снизились до $15 за укол инсулина, в отличие от 400. Ни один пенсионер не должен платить больше $200
$500 за любое лекарство, все лекарства, которые они могут включить, начиная со следующего года. И ситуация такова, что мы собираемся сделать это доступным для всех американцев. Так что мы работаем над снижением цен касательно кухонного стола, и это то, чего мы добьемся. Спасибо, президент Трамп. У нас была величайшая экономика в истории нашей страны. Мы никогда не работали так хорошо. Все были поражены этим. Другие страны копировали нас. Мы попали под удар COVID. И когда это случилось, мы потратили необходимые деньги, чтобы не оказаться в Великой депрессии, подобной той, что была в 1929 году, к моменту, когда мы закончили. Так что мы проделали большую работу. У нас было много заслуг в экономике, много заслуг перед вооруженными силами, отсутствие войн и многое другое. Все было здорово и хорошо. Но вот за что мы так и не получили похвалы, а должны были бы, так это за то, что вытащили нас из этой ковидовской неразберихи. А он ввел мандаты, которые стали катастрофой для нашей страны. Но кроме этого, мы вернули им страну, где фондовый рынок был выше, чем до ковида. И никто не думал, что такое вообще возможно. Единственные рабочие места, которые он создал, это рабочие места для нелегальных иммигрантов и рабочие места для тех, кто вернулся после ковида. Он не проделал хорошую работу. Он проделал плохую работу, и инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас. Спасибо, президент Байден. Ну, послушайте, величайшая экономика в мире. Он единственный, кто так думает, я думаю. Я не знаю никого другого, кто бы считал, что у него самая лучшая экономика в мире. И знаете, дело в том, что мы оказались в ситуации, когда его экономика, он вознаградил богатых. Он снизил самые большие налоги в истории Америки на $2 триллиона. Он увеличил дефицит бюджета больше, чем любой президент за один срок. Он единственный президент, кроме Герберта Гувера, который потерял больше рабочих мест, чем имел в начале своего правления, со времен Герберта Гувера. Идея о том, что он сделал что-то значительное в военной сфере. Знаете, когда он был президентом, они все еще убивали людей в Афганистане. Он ничего с этим не сделал. Когда он был президентом, мы все еще находились в положении, когда у вас было представление о том, что мы безопасная страна. Правда в том, что я единственный президент в этом столетии, у которого в этом десятилетии ни один военнослужащий не погибал в мире так, как у него. Президент Трамп, я хочу продолжить, если можно. Вы хотите... Могу ли я ответить ему? Что ж, я хочу задать вам вопрос. Вы можете делать все, что хотите, с той минутой, которую мы вам дадим. Я хочу продолжить. Вы хотите ввести 10% тариф на все товары, ввозимые в США. Как вы гарантируете, что это не приведет к еще большему росту цен? Это не приведет к росту цен. Это просто обойдется странам, которые обдирали нас годами, таким как Китай и многие другие. Если честно, Китай, это просто заставит их платить нам много денег, значительно сократит наш дефицит и даст нам много сил для других вещей. Но он сделал заявление. Единственное, в чем он был прав, так это в том, что я дал вам самое большое снижение налогов в истории. Я также дал вам самое большое в истории сокращение регулирования. Вот почему у нас были все рабочие места, но количество рабочих мест упало, а потом вернулось. А он приписывает себе заслуги за восстановление рабочих мест. Так нельзя. Он также сказал, что унаследовал 9% инфляцию. Так вот, он унаследовал почти полное отсутствие инфляции, и она оставалась такой в течение 14 месяцев. А потом она взорвалась под его руководством, потому что они тратили деньги, как кучка людей, которые не знали и не знают, что делают. Это была худшая, возможно, худшая администрация в истории. Никогда не было. А что касается Афганистана, то я выходил из Афганистана, но мы выходили с достоинством, с силой, с властью. Он вышел. Это был самый позорный день в истории жизни нашей страны. Президент Трамп, за последние 8 лет при обеих ваших администрациях государственный долг вырос до рекордно высокого уровня. Согласно новому внепартийному анализу, президент Трамп, ваша администрация одобрила новый долг на $8,4 триллиона. Ну, пока, президент Байден, вы одобрили $4,3 триллиона нового долга. Итак, бывший президент Трамп, многие из налоговых льгот, которые вы подписали, истекают в следующем году. Вы хотите продлить их и пойти еще дальше, говорите вы. В условиях триллионного дефицита и рекордного долга США, почему люди с высоким уровнем дохода и корпорации должны платить еще меньше налогов, чем сейчас? Потому что снижение налогов подстегнуло величайшую экономику, которую мы когда-либо видели как раз перед ковидом. И даже после ковида она была настолько сильной, что мы смогли пережить ковид гораздо лучше, чем любая другая страна. Но мы подстегнули этот налоговый дух. Теперь, когда мы снизили налоги, например, корпоративный налог был снижен до 21% с 39% и далее. Мы получали больше доходов при гораздо меньших налогах, а компании возвращали триллионы долларов в нашу страну. Страна развивалась как никогда раньше. И мы были готовы начать выплачивать долги. Мы были готовы начать использовать жидкое золото прямо у нас под ногами, нефть и газ прямо у нас под ногами. Мы собирались получить то, чего не было ни у кого. Мы столкнулись с проблемой ковид.
Мы сделали многое, чтобы исправить ситуацию. Я дал ему невероятную ситуацию со всеми терапевтическими препаратами и всем тем, что мы придумали. Мы дали ему нечто великое. Помните, при его правлении погибло больше людей, хотя мы в значительной степени исправили ситуацию. При его администрации погибло больше людей, чем при нашей. И мы были в самом центре событий, о которых многие не любят говорить. Но при его администрации погибло гораздо больше людей. Он ввел мандат, который стал катастрофой. Вакцина вышла из употребления. Он ввел мандат на вакцину, и это то, против чего люди больше всего возражали. И он проделал очень плохую работу, просто очень плохую работу. И я скажу вам, что не только там, но и во всем мире нас больше не уважают как страну. Они не уважают наше руководство. Они больше не уважают Соединенные Штаты. Мы как страна третьего мира. Он использовал свои выборы, пытаясь преследовать своего политического оппонента. Все, что он сделал, мы стали похожи на страну третьего мира. И очень жаль, что он нанес ущерб нашей стране. И я бы с удовольствием спросил его, почему он позволил миллионам людей приехать сюда из тюрем, колоний и психиатрических клиник, приехать в нашу страну и разрушить ее. Президент Трамп, мы вернемся к иммиграции позже в этом блоке. Президент Байден, я хочу дать вам возможность ответить на вопрос о национальном долге. Во-первых, у него был самый большой государственный долг среди всех президентов за 4 года. Во-вторых, он снизил налоги на $2 триллиона, что пошло на пользу очень богатым людям. Что я собираюсь сделать, так это исправить налоговую систему. Например, у нас в Америке 1000 триллионеров, я имею в виду миллиардеров в Америке. И что происходит? Они находятся в ситуации, когда фактически платят 8,2% налогов. Если бы они платили 24%, 25%, любое из этих чисел, они бы собрали $500 миллионов, $1 миллиард, я бы сказал, в течение 10 лет. Мы смогли бы списать его долг. Мы смогли бы помочь убедиться, что все те вещи, которые нам нужно сделать, уход за детьми, уход за престарелыми, убедиться, что мы продолжаем укреплять нашу систему здравоохранения, убедиться, что мы в состоянии сделать каждого одинокого человека, имеющим право на то, что я смог сделать с ковидом, со всем тем, с чем нам приходится иметь дело. Смотрите, если мы наконец-то победим Medicare. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп. Он был прав. Он уничтожил Medicaid, уничтожил до смерти. И он уничтожает Medicare, потому что все эти люди прибывают. Они записывают их на Medicare. Они включают их в систему социального обеспечения. Они собираются уничтожить систему социального обеспечения. Этот человек собирается в одиночку уничтожить систему социального обеспечения. Эти миллионы и миллионы людей, которые приходят, они пытаются включить их в систему социального обеспечения. Он уничтожит социальное обеспечение. Он уничтожит Medicare. Так что он был прав в том, как закончил это предложение. И это позор. В то, что произошло с нашей страной за последние 4 года, невозможно поверить. Зарубежные страны. Я дружу со многими людьми. Они не могут поверить в то, что произошло с Соединенными Штатами Америки. Нас больше не уважают. Мы им не нравимся. Мы даем им все, что они хотят, а они считают нас глупыми. Они считают нас очень глупыми людьми. Мы делаем все для других стран, а они ничего не делают для нас. То, что сделал этот человек, абсолютно преступно. Спасибо, президент Трамп. Дана? Это первые президентские выборы с тех пор, как Верховный суд отменил закон Роу против Уэйда. Сегодня утром суд вынес решение по еще одному делу об абортах, временно разрешив продолжать экстренные аборты в Айдахо, несмотря на ограничительный запрет этого штата. Бывший президент Трамп, вы ставите себе в заслугу решение об отмене Роу против Уэйда, которое вернуло вопрос об абортах на рассмотрение штатов. Верно. Однако, федеральное правительство по-прежнему играет роль в том, есть ли у женщин доступ к абортивным таблеткам. Они используются примерно в 2/3 всех абортов. Став президентом, вы бы заблокировали прием абортивных препаратов. Во-первых, Верховный суд только что одобрил абортивные таблетки, и я согласен с их решением, и я не буду препятствовать этому. И если вы посмотрите на весь этот вопрос, который вы задаете, сложный, но не совсем сложный. 51 год назад было принято решение Роу против Уэйда, и все хотели вернуть его в Штаты. Все без исключения. Демократы, республиканцы, либералы, консерваторы, все хотели его вернуть. Религиозные лидеры. И я сделал то, что сделал, поставил в суд 3 замечательных судей Верховного суда, и так получилось, что они проголосовали за отмену Роу против Уэйда и за возвращение права голоса в Штаты. Этого хотели все. Теперь, 10 лет назад или около того, они начали говорить о том, сколько недель и сколько из этого будет входить в другие вещи. Но все самые уважаемые ученые-юристы мира хотели вернуть его штатам. Я так и сделал. Теперь сами штаты работают над этим. Если вы посмотрите на Огайо, то это было решение, которое в итоге оказалось немного более либеральным,
либеральным, чем вы могли бы предположить. Канзас, я бы сказал, то же самое. В Техасе все по-другому, Флорида тоже. Но все они сейчас принимают свои собственные решения. И сейчас Штаты контролируют это. Это голос народа. Как и Рональд Рейган, я верю в исключение. Я человек, который верит. И, честно говоря, я считаю, что важно верить в исключение. Некоторые люди должны следовать за своим сердцем. Некоторые люди не верят в это. Но я верю в исключение для изнасилования, инцеста и жизни матери. Я считаю, что это очень важно. Некоторые люди не верят. Следуйте своему сердцу, но вы также должны быть избраны. И поскольку это связано с другими вещами, вам придется избираться. Их проблема в том, что они радикальны, потому что будут лишать жизни ребенка на 8-м месяце, на 9-м месяце и даже после рождения. После рождения. Если вы посмотрите на бывшего губернатора Вирджинии, он был готов пойти на это. Он сказал: мы отложим ребенка в сторону и сами решим, что с ним делать. То есть мы убьем ребенка. В результате мы передали этот вопрос обратно штатам, и теперь страна объединяется в этом вопросе. Это было замечательно. Спасибо, президент Байден. Это было ужасно, то, что вы сделали. Дело в том, что подавляющее большинство ученых, изучающих Конституцию, поддерживали Роу, когда она была принята. И это была идея, что все они были против. Это просто смешно. И это парень, который говорит, что штат должен иметь право на это. Мы штат, где через 6 недель вы даже не знаете, беременны вы или нет, но не можете обратиться к врачу, пройти обследование и решить, каковы ваши обстоятельства, нужна ли вам помощь. Идея о том, что штаты могут это делать, сродни тому, что мы собираемся вернуть гражданские права штатам, чтобы в каждом штате были свои правила. Послушайте, есть так много молодых женщин, которые были, в том числе молодая женщина, которая только что была убита, и он пошел на похороны. И идея о том, что она была убита приезжим иммигрантом, обсуждается. Но дело вот в чем. Есть много молодых женщин, которых насилуют их родственники, их супруги, братья и сестры по... Это просто нелепо. И они ничего не могут с этим поделать. И пытаются арестовать их, когда они пересекают границу штата. Спасибо. Многие молодые женщины были убиты теми же людьми, которым он позволяет пересекать нашу границу. У нас есть граница, которая является самым опасным местом в мире. Считайте, что это самое опасное место в мире. И он открыл ее. И эти убийцы приезжают в нашу страну, насилуют и убивают женщин. И это ужасно. Что касается абортов, то теперь они возвращаются в Штаты. Штаты голосуют. Во многих случаях это, откровенно говоря, очень либеральное решение. Во многих случаях наоборот, но они голосуют, и это возвращает вопрос на голосование народа, чего хотели все, включая основателей, если бы они знали об этом вопросе, чего, честно говоря, они не знали, но они все хотели бы, чтобы его вернули. Рональд Рейган хотел вернуть его, он не смог этого добиться. Все хотели его вернуть, и многие президенты пытались вернуть его. Я был единственным, кто сделал это. И опять же, это дает право использовать голос народа, и именно этого они хотели. Все ученые-юристы хотели этого. Оставаясь на теме абортов, президент Байден, 7 штатов. Я позволю вам это сделать. Это та же самая тема. В 7 штатах нет законодательных ограничений на то, на каком сроке беременности женщина может сделать аборт. Поддерживаете ли вы какие-либо законодательные ограничения на то, на каком сроке беременности женщина может прервать беременность? Я поддерживаю закон Роу против Уэйда, в котором было 3 триместра. Первый – между женщиной и врачом. Второй – между врачом и экстремальной ситуацией. Третий – между врачом, то есть между женщиной и государством. Идея о том, что политики, что основатели хотят, чтобы политики принимали решения о здоровье женщин, просто смешна. Это последнее дело. Ни один политик не должен принимать такие решения. Такие решения должен принимать врач. Именно так все и должно быть. Это то, что вы собираетесь делать. И если меня изберут, я собираюсь восстановить закон Роу против Уэйда. Это значит, что он может лишить жизни ребенка на 9-м месяце и даже после рождения, потому что в некоторых штатах, где правят демократы, это происходит после рождения. Опять же, бывший губернатор Вирджинии. Положите ребенка, а потом мы решим, что с ним делать. Так что он готов, как мы говорим, вырвать ребенка из утробы на 9-м месяце и убить его. Никто не хочет, чтобы это произошло. Демократ или республиканец. Никто не хочет, чтобы это произошло. Это просто неправда. Закон Роу против Уэйда не предусматривает этого.
Это не то обстоятельство. Только жизнь женщины находится в опасности. Она может умереть. Это единственное обстоятельство, при котором такое может произойти. Но мы не сторонники абортов на поздних сроках. Согласно закону Роу против Уэйда, у вас есть аборт на поздних сроках. Вы можете делать все, что хотите. В зависимости от штата, вы можете делать все, что хотите. Мы не думаем, что это хорошо. Мы считаем, что это радикальная вещь. Мы считаем, что радикалами являются демократы, а не республиканцы. 51 год таков был закон. 51 год. Конституционная наука говорила, что это правильный путь. 51 год. И его отменили, потому что этот парень поставил в Верховный суд очень консервативных членов. Он ставит это себе в заслугу. Что он собирается делать? Что он собирается делать? На самом деле, если республиканцы МАГА, он будет избран, и республиканцы МАГА будут контролировать Конгресс. Они примут всеобщий запрет на аборты. И точка. Повсеместно в 6 недель, или 7, или 8, или 10 недель что-то очень-очень консервативное. Он подпишет этот законопроект. Я наложу на него вето, а он подпишет его. Спасибо. Давайте перейдем к вопросу об иммиграции и безопасности границ. Президент Байден, при вас рекордное количество мигрантов нелегально пересекло южную границу. Они переполняют приграничные штаты и перегружают такие города, как Нью-Йорк и Чикаго, а в некоторых случаях вызывают реальные проблемы с безопасностью. Учитывая это, почему избиратели должны доверять вам решение этого кризиса? Потому что мы очень старались добиться двухпартийного соглашения, которое не только изменило все это, но и обеспечило ситуацию, при которой у вас не будет обстоятельств, при которых они могли бы пересечь границу. При том количестве пограничной полиции, которая есть сейчас, мы значительно увеличили число сотрудников, предоставляющих убежище. Кстати, пограничный патруль поддержал меня, поддержал мою позицию. Кроме того, мы оказались в ситуации, когда, будучи президентом, он отлучал младенцев от их матерей, помещал их в клетки, следил за тем, чтобы семьи были разделены. Это неправильный путь. То, что я сделал, изменив закон, что произошло, я изменил его таким образом, что теперь вы находитесь в ситуации, когда на 40% меньше людей пересекают границу нелегально. Это лучше, чем когда он покидал свой пост. И я собираюсь продолжать двигаться до тех пор, пока мы не добьемся полного запрета на общую инициативу относительно того, что мы можем сделать, увеличив численность пограничного патруля и офицеров по предоставлению убежища. Президент Трамп? Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения. Думаю, он тоже не знает, что сказал. Смотрите, у нас была самая безопасная граница в истории нашей страны. Все, что ему нужно было сделать, это оставить ее. Все, что ему нужно было сделать, это оставить ее. Он решил открыть наши границы, открыть нашу страну для людей, которые из тюрем, людей из психиатрических клиник, психушек, террористов. Сейчас в нашу страну прибывает самое большое количество террористов. Все террористы по всему миру, не только в Южной Америке, по всему миру. Они приезжают с Ближнего Востока, отовсюду, со всего мира. Они проникают в страну. А этот парень просто оставил все открытым. И ему не нужен был закон, потому что у меня не было закона. Я сказал, закройте границу. У нас была самая безопасная граница в истории. В последние пару месяцев моего президентства у нас была самая безопасная граница в истории, если верить пограничникам, которые, кстати, поддерживали меня на выборах президента. Но я не буду этого говорить, но они поддержали меня в качестве президента. Брэндон, просто поговорите с ним. Но послушайте, у нас была самая безопасная граница в истории. Теперь у нас худшая граница в истории. Никогда не было ничего подобного. И люди умирают повсюду, в том числе и те, кто идет сюда Спасибо, караванами. президент Трамп. Президент Байден? Единственный террорист, который что-то сделал через границу, это тот, кто пришел и убил 3 в его администрации, убил человек Аль-Каиды пришел и при его администрации убил 3 американских солдат. Убил 3 американских солдат. Это единственный террорист, который там есть. Я не утверждаю, что ни один террорист не пробрался в страну с идеей, что они опустошают свои тюрьмы. Мы принимаем этих людей. Это просто неправда. Нет никаких данных, подтверждающих его слова. И снова он преувеличивает, он лжет. Президент Трамп, продолжая тему иммиграции, вы заявили, что собираетесь провести, цитата, крупнейшую в истории Америки операцию по депортации внутри страны, конец цитаты. Означает ли это, что вы депортируете всех нелегальных иммигрантов в Америке, включая тех, у кого есть работа, включая тех, чьи супруги являются гражданами, и включая тех, кто живет здесь десятилетиями? И если да, то как вы это сделаете? Секундочку. Он сказал, что мы убили 3 человек. Люди, которых мы убили, это Аль-Багдади и Соломани, 2 величайших террористов, крупнейших террористов в мире. И это оказало огромное влияние на все, не только на границу, на все. Именно он убил людей плохой водой, в том числе
Сотни тысяч людей умирают, а также убивают наших граждан, когда они приезжают в страну. Сейчас мы живем в крысином гнезде. Они убивают наших людей в Нью-Йорке, в Калифорнии, в каждом штате Союза, потому что у нас больше нет границ. Теперь каждый штат — это граница. И из-за его нелепой, безумной и очень глупой политики люди прибывают сюда и убивают наших граждан на таком уровне, какого мы никогда не видели. Мы называем это преступностью мигрантов. Я называю это преступностью мигрантов по версии Байдена. Они убивают наших граждан на таком уровне, какого мы никогда не видели. И вы читаете это, как эти 3 потрясающие молодые девушки за последние несколько дней. Одна из них, я только что разговаривал с матерью, и он только что провел похороны этой девочки 12 лет. Это ужасно, что произошло в нашей стране. Мы буквально... Теперь нецивилизованная страна. Он не хочет, чтобы это было так. Он просто не знает. Он открыл границы. Никто никогда не видел ничего подобного. И мы должны вывести многих из этих людей и вывести быстро, потому что они разрушат нашу страну. Просто посмотрите, где они живут. Они живут в роскошных отелях в Нью-Йорке и других местах. Наши ветераны на улице. Они умирают, потому что ему наплевать на наших ветеранов. Ему наплевать. Он вообще не любит военных. И ему наплевать на наших ветеранов. Никто не был хуже. У меня был самый высокий рейтинг одобрения ветеранов, заботился о делах ветеранов. У него худший. Он избавился от всего, что я одобрил, что выбрал, что провел через Конгресс, от всего, что я одобрил. От них отказались. У нас были самые высокие показатели, а теперь они упали меньше, чем наполовину, потому что он сделал все эти замечательные вещи, которые сделали мы. И я думаю, что он сделал это только потому, что я это одобрил, что безумно. Но он убил так много людей на нашей границе, позволив всем этим людям приехать. И это очень печальный день. Президент Байден, микрофон вам. Все, что он сказал, ложь. Все до единого, например, ветераны стали жить намного лучше после того, как я принял закон ПАКТ. У миллиона из них теперь есть страховка, и она есть у их семей. У их семей есть страховка, потому что все, что произошло, будь то агент Оранж или ямы сожжения, теперь покрывается. А он выступал против этого. Мы также находимся в ситуации, когда с большим уважением относимся к ветеранам. Мой сын провел год в Ираке, жил рядом с одной из таких ям, вернулся, у него глиобластома 4-й стадии. Недавно я был во Франции на дне Д и рассказывал о тех героях, которые погибли. Я побывал на кладбище Второй мировой войны, на кладбище Первой мировой войны, куда он отказался идти. Он стоял со своим 4-звездным генералом и сказал мне: «Я не хочу туда идти, потому что они кучка неудачников и лохов. Мой сын не был неудачником, не был лохом. Это ты лох. Это ты неудачник». Президент Трамп. Во-первых, это была выдуманная цитата «Лохи и неудачники». Они ее выдумали. Это было в 3-сортном журнале, который провалился, как и многие из таких журналов. Это он придумал. Он разместил ее в рекламе. Мы уведомили его. 19 человек сказали, что я этого не говорил. Подумайте только, кто скажет, что я на кладбище или говорю о наших ветеранах, потому что никто не заботится о них лучше. Я так рад, что это всплыло, и он поднял эту тему. Никто не заботился о наших солдатах лучше, чем я. Подумать только, что я в присутствии генералов и других людей скажу, что они лохи и неудачники. У нас есть 19 человек, которые сказали, что я этого не говорил. Это было придумано им. Точно так же, как была выдумана Россия, Россия, Россия. Так же, как 51 агент разведки был выдуман. Точно так же, как новая история с 16 экономистами. Это одно и то же. 51 агент разведки сказал, что ноутбук — это дезинформация России. Это не так. Это было от его сына Хантера. Это была не российская дезинформация. Он придумал лохов и неудачников. Он должен извиниться передо мной прямо сейчас. 4-звездный генерал, стоящий рядом с тобой, был в твоем штабе и сказал, что ты это сказал, и точка. Это номер 1. И номер 2. Идея, что я должен извиняться перед тобой за что бы то ни было. Мы сделали для ветеранов больше, чем любой президент за всю историю Америки. Историю Америки. И теперь они в своей семье. Единственная священная обязанность, которая лежит на нас, как на стране, это заботиться о наших ветеранах, когда они возвращаются домой, об их семьях и оснащать их, когда они отправляются на войну. Именно этим мы и занимаемся. Именно этим сейчас занимается Министерство по делам ветеранов. Они делают для ветеранов больше, чем когда-либо в нашей истории. Хорошо, спасибо вам большое. Давайте перейдем к теме внешней политики. Я хочу начать с войны России против Украины, которая длится уже 3-й год. Бывший президент Трамп, президент России Владимир Путин, говорит, что прекратит эту войну только в том случае, если Россия сохранит за собой украинские территории, на которые она уже претендует, а Украина откажется от стремления вступить в НАТО. Приемлемы ли для вас условия Путина? Прежде всего, наши ветераны и солдаты не выносят этого парня. Они его терпеть не могут. Они считают его худшим главнокомандующим, если его можно так назвать, который когда-либо был у нас. Они его терпеть не могут. Так что давайте разберемся. И я им нравлюсь больше, чем любой из них.
И это основано на каждой крупице информации. Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, который знал бы, что Путин его уважает, он бы никогда не вторгся в Украину. Сейчас погибло много людей, гораздо больше, чем люди думают. Знаете, они говорят о цифрах. Вы можете удвоить эти цифры, а можете и утроить. Он ничего не сделал, чтобы остановить это. Более того, я думаю, что он поощрял Россию к вступлению. Я скажу вам, что произошло. Он так плохо вел себя в Афганистане. Это был такой ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны, что когда Путин смотрел на это и видел некомпетентность, он должен был уволить этих генералов, как я уволил того, которого вы упомянули. Так что у него нет никаких любовных потерь. Но он должен был уволить этих генералов. Ни один генерал не был уволен за самый позорный момент в истории нашей страны, Афганистан, где мы оставили оборудование на миллиарды долларов. Мы потеряли 13 прекрасных солдат, и 38 солдат были уничтожены. И, кстати, мы оставили позади и людей. Мы оставили американских граждан. Когда Путин увидел это, он сказал: знаете что, я думаю, мы войдем и, может быть, заберем мою... Это была его мечта. Я говорил с ним об этом, о его мечте. Разница в том, что он никогда бы не вторгся на Украину. Никогда. Точно так же, как Израиль ни за что на свете не подвергся бы вторжению Хамас. Знаете почему? Потому что Иран при мне был без гроша. Я не позволял никому вести с ними дела. У них закончились деньги. Они были опустошены. У них не было денег на Хамас. У них не было денег ни на что, ни на террор. Вот почему во время моего правления у вас не было никакого террора. Это место, весь мир взрывается под его руководством. Президент Байден. Никогда в жизни не слышал столько брехни. Послушайте, дело в том, что мы находимся в ситуации, когда давайте сначала разберемся с последним пунктом. Иран напал на американские войска, убил или повредил мозг нескольким из них. И он ничего не сделал с этим, когда был президентом. А тут они напали. Он сказал, что у них просто болит голова. Вот и все. Он ничего не сделал, когда произошло нападение. Первое. Второе. В ходе этой воздушной операции мы вывезли из Афганистана более 100 тысяч американцев и других людей. В-третьих, мы оказались в ситуации, когда, если вы посмотрите на то, что Трамп сделал в Украине, этот парень сказал Украине, сказал Трампу: делайте все, что хотите, делайте все, что хотите. И это именно то, что Трамп сделал с Путиным, поощрял его: делай, что хочешь. И он вошел. Послушайте, что он сказал, когда вошел. Он собирался взять Киев за 5 дней, помните, потому что это часть старого Советского Союза. Вот что он хотел восстановить. Киев. А на самом деле ему это совсем не удалось. Не получилось. Не смог этого сделать. И они потеряли больше. Они потеряли тысячи и тысячи солдат. 500 тысяч солдат. Президент Трамп, Я никогда могу этого я не вернуться говорил. к вам на 1 минуту? Я просто хочу вернуться к своему первоначальному вопросу. Устраивают ли вас условия Путина? Сохранение территории Нет, в они Украине? неприемлемы. Нет, они неприемлемы. Но послушайте, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы у нас был лидер в этой войне, он бы вел всех за собой. Сейчас он выделил 200 миллиардов долларов или даже больше Украине. Он дал 200 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Я не думаю, что когда-либо было что-то подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уходит с 60 миллиардами долларов. Он величайший продавец на свете. И я его не осуждаю. Я ничего не осуждаю. Я просто говорю, что деньги, которые мы тратим на эту войну, мы не должны тратить. Ее не должно было быть. Я улажу эту войну между Путиным и Зеленским как избранный президент до того, как вступлю в должность 20 января. Я улажу эту войну. Людей убивают так не нужно, так глупо. И я улажу ее быстро до того, как вступлю в должность. Президент Вы Байден, у вас знаете, есть минутка? Факт в том, что Путин военный преступник. Он убил тысячи и тысячи людей. И он ясно дал понять одну вещь. Он хочет восстановить то, что было частью Советской империи. И не только частью. Ему нужна вся Украина. Вот чего он хочет. И вы думаете, что он остановится на этом? Вы думаете, он остановится, если он возьмет Украину? Что, по-вашему, произойдет с Польшей? Что, по-вашему, с Белоруссией? Что, по-вашему, произойдет с этими странами НАТО? Так что, если вы хотите войны, вам следует выяснить, что он собирается делать, потому что, если на самом деле он сделает то, что говорит, и уйдет, кстати, все те деньги, которые мы даем Украине, это оружие, которое мы производим здесь, в Соединенных Штатах, мы даем оружие, а не деньги на данный момент. И наши союзники по НАТО выделили Украине столько же средств, сколько и мы. Вот почему мы сильны. Спасибо. Переходим к Ближнему Востоку. В октябре Хамас атаковал Израиль, убив более 1000 человек и захватив сотни заложников. Среди тех, кто был захвачен и, как считается, еще жив, 5 американцев.
В результате ответных действий Израиля погибли тысячи палестинцев, а в Газе разразился гуманитарный кризис. Президент Байден, вы выдвинули предложение по урегулированию этого конфликта. Но до сих пор Хамас не освободил оставшихся заложников, а Израиль продолжает военное наступление в Газе. Какие дополнительные рычаги вы будете использовать, чтобы заставить Хамас и Израиль прекратить войну? У вас есть 2 минуты. Номер один. Все, начиная с Совета Безопасности ООН, Совет Безопасности вплоть до Большой Семерки, израильтяне и сам Нетаньяху одобрили предложенный мной план, который состоит из 3 этапов. Первый этап – обмен заложников на прекращение огня. Второй этап – прекращение огня с дополнительными условиями. Третий этап – нет, конец войны. Единственный, кто хочет продолжения войны, это Хамас. Первое. Они единственные, кто стоит в стороне. Мы продолжаем упорно добиваться от их согласия. А что произошло за это время? В Израиле мы находим место. Единственное, в чем я отказал Израилю, это в 2000-фунтовых бомбах. Они не очень хорошо работают в населенных пунктах. Они убивают много невинных людей. Мы предоставляем Израилю все необходимое оружие, и тогда, когда оно ему нужно. И, кстати, я тот, кто организовал мир против Ирана, когда они совершили полномасштабную своего рода атаку баллистическими ракетами на Израиль. Никто не пострадал. Ни один израильтянин не был случайно убит. И все прекратилось. Мы спасли Израиль. Мы оказываем Израилю самую большую поддержку из всех стран мира. Так что это 2 разные вещи. Нельзя допустить, чтобы Хамас продолжал существовать. Мы продолжаем посылать наших экспертов и наших разведчиков. Так они могут получить Хамас, как мы получили Бен Ладена. Вы не обязаны этого делать. И, кстати, они сильно ослабили Хамас. Сильно ослабили. И они должны быть ослаблены. Их нужно уничтожить. Но вы должны быть осторожны с использованием определенного оружия в населенных пунктах. На секунду вернемся к Украине. Нас разделяет океан. Европейские страны вместе потратили 100 миллиардов, а может и больше этого, меньше, чем мы. Почему бы ему не позвонить им? Значит, вы должны внести свои деньги, как я сделал с НАТО. Я заставил их выделить сотни миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО сказал, что Трамп проделал самую невероятную работу, которую я когда-либо видел. Вы бы не смогли. У них ничего бы не было. Они выходили из бизнеса. Мы тратили почти 100% денег, их платили мы. Он этого не сделал. Он получает все. Вы должны попросить этих людей выделить деньги. Мы потратили на 100 миллиардов долларов больше, и это оказывает на них большее влияние из-за расположения, потому что между нами океан. Вы должны спросить их, что касается Израиля и Хамас. Израиль единственный, кто хочет уйти. Он сказал, что единственный, кто хочет продолжать, это Хамас. На самом деле, это Израиль. И вы должны пустить их и дать им закончить работу. А он не хочет этого делать. Он стал похож на палестинца, но они его не любят, потому что он очень плохой палестинец, он слабый. Президент Байден, у вас есть минута. Я никогда не слышал столько глупостей. Это парень, который хочет выйти из НАТО. Ты собираешься остаться в НАТО. Он собирается выйти из НАТО. Идея о том, что у нас есть... Наша сила заключается и в наших альянсах. Это может быть большой океан. Но смогли ли мы избежать войны в Европе, крупной войны в Европе? Что произойдет, если Путин продолжит идти на НАТО? У нас есть соглашение по 5-й статье. Нападение на одного – это нападение на всех. Вы хотите начать ядерную войну, о которой он все время говорит. Вперед! Пусть Путин войдет и будет контролировать Украину, а затем перейдет к Польше и другим местам. Что произойдет потом? Он понятия не имеет, о чем говорит. И, кстати, я добился, чтобы 50 других стран мира поддержали Украину, включая Японию и Южную Корею, потому что они понимают, что это такой разброд несет серьезную угрозу всему миру. Ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось сдержать только в Европе. Президент Трамп, в продолжение темы. Вы бы поддержали создание независимого палестинского государства для достижения мира в регионе? Я бы посмотрел. Но прежде чем мы это сделаем, наша проблема в том, что мы тратим все деньги, и они убивают нас в торговле. Я заключил отличные торговые сделки с европейскими странами, потому что если сложить их, то экономически они примерно одного размера. Их экономика примерно такая же, как у Соединенных Штатов. И они были написаны не машин, они не хотят ничего из того, что есть у нас. А от нас хотят, чтобы мы брали их машины, их еду, все, что у них есть, их сельское хозяйство. Я изменил это.
Но главное, что я изменил, они не хотят платить. И единственная причина, по которой он может играть в игры с НАТО, это то, что я заставил их выложить сотни миллиардов долларов. Я сказал, и в этом он прав. Я сказал, нет, я не буду поддерживать НАТО, если вы не будете платить. Они задали мне этот вопрос. Будете ли вы защищать нас от России? На очень секретном совещании 28 государств того времени, тогдашних государств. И я ответил, нет, если вы не заплатите, я не буду этого делать. И знаете, что произошло? Миллиарды и миллиарды долларов потекли на следующий день и в последующие месяцы. Но сейчас мы в том же положении. Мы платим по счетам всех. Давайте перейдем к вопросу о демократии. Бывший президент Трамп, я хочу спросить вас о 6 января 2021 года. После того, как вы собрали в тот день своих сторонников, некоторые из них ворвались в Капитолий, чтобы остановить предусмотренный Конституцией подсчет голосов выборщиков. Будучи президентом, вы дали клятву, цитирую, «сохранять, охранять и защищать», конец цитаты, Конституцию. Что вы скажете избирателям, которые считают, что вы нарушили эту клятву своими действиями и бездействием 6 января и опасаются, что вы сделаете это снова? Ну, я не думаю, что многие в это верят. И позвольте мне рассказать вам о 6 января. 6 января у нас была отличная граница. Никто не приходил, очень немногие. 6 января мы стали энергетически независимыми. На 6 января у нас были самые низкие налоги за всю историю. У нас был самый низкий уровень регулирования. 6 января нас уважали во всем мире. Во всем мире нас уважали. А потом пришел он, и мы стали как будто кучкой тупых людей, которые... То, что случилось с Соединенными Штатами, это репутация под руководством этого человека, ужасно, включая применение оружия, о котором, я уверен, в какой-то момент вы заговорите, где он преследует своего политического оппонента, потому что не может победить его честно и справедливо. У вас осталось 80 секунд. Мой вопрос заключался в том, что вы скажете тем избирателям, которые считают, что вы нарушили свою конституционную присягу своими действиями и бездействием 6 января 2021 года и опасаются, что вы сделаете это снова. Ну, я никому этого не говорил. Я сказал мирно и патриотично. А Нэнси Пелоси, если вы только что посмотрели новости двухдневной давности, говорит на пленке своей дочери, которая снимает документальные фильмы. Но она говорит, о, нет, это моя ответственность. Я отвечала за это, потому что я предложил ей 10 тысяч солдат или национальную гвардию. И она отказалась от них. И мэр в письменном виде, кстати, мэр в письменном виде отказался, мэр округа Колумбия. Они отказались. Я предложил 10 тысяч, потому что видел, что мне практически ничего другого не осталось. Они попросили меня выступить с речью. Я видел, что происходит. Все говорили, что будут там 6 января. Они будут там. И я сказал, знаете что, придет очень много людей. Вы могли это почувствовать. Вы тоже это чувствовали. И вы это чувствовали. И я сказал, что они должны иметь какую-нибудь национальную гвардию или что-то в этом роде. И я предложил ей это. И теперь она признает, что отказалась. И это было в тот же день, когда она, я не знаю, он не может быть очень доволен ее дочерью, потому что это сделало из нее лгунью. Она сказала, я беру на себя всю ответственность за 6 января. Президент Байден. Смотрите, он побуждал этих людей идти на Капитолийский холм. Первое. Я сидел в столовой рядом с овальным кабинетом. Он сидел там 3 часа смотрел, умолял. Его умоляли вице-президент и ряд его коллег-республиканцев сделать что-нибудь, призвать к остановке, положить этому конец. Вместо этого он говорил о том, что эти люди – патриоты и великие покровители Америки. На самом деле он говорит, что теперь простит их за то, что они сделали. Они были осуждены. Он говорит, что хочет смягчить им приговор и сказать об этом. Нет, он обратился в каждый суд страны. Я не знаю, сколько дел, десятки дел, включая Верховный суд. И они сказали, нет, этот парень несет ответственность за то, что было сделано. Он действительно сделал чертову вещь. И эти люди должны сидеть в тюрьме, и именно они должны нести ответственность. А он хочет выпустить их всех на свободу. И теперь он говорит, что если он снова проиграет такой нытик, как он, то это может привести к кровавой бане. Спасибо, президент Байден, президент Трамп. То, что они сделали с некоторыми людьми такими невинными, вам должно быть стыдно за себя. То, что вы сделали, то, как вы разрушили жизни стольких людей. Когда они разрушили Портленд, когда они разрушили многие другие города. Поезжайте в Миннесоту, в Миннеаполис, что они там натворили с пожарами по всему городу. Если бы я не ввел национальную гвардию, город был бы уничтожен. Если посмотреть на все это... Они захватили большие куски Сиэтла. Я был готов вести национальную гвардию. Они услышали это, они увидели, что они идут, и немедленно ушли. То, что он сказал по поводу всей этой темы, так не к месту. Мирно-патриотический. И еще одно.
неизбирательный комитет, состоящий в основном из двух ужасных республиканцев, которых уже нет на посту, и демократов, всех демократов, уничтожил и удалил всю информацию, которую они нашли, потому что выяснил, что мы были правы. Мы были правы. И они удалили и уничтожили всю информацию. За это они должны сесть в тюрьму. Если бы так поступил республиканец, его бы посадили. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден, я хочу уделить вам минуту. Единственный человек на сцене, осужденный преступник, это тот, на кого я сейчас смотрю. И дело в том, что все, что он рассказывает, просто неправда. Дело в том, что с его стороны не было никаких усилий, чтобы остановить то, что происходило на Капитолийском холме. И все эти люди, каждый из тех, кто был осужден, просто перевернули стол, перевернули их уставы. Идея, что эти люди патриоты... Да ладно. Когда я спросил его на первом из двух дебатов, у нас были дебаты, которые мы проводили в первый раз. Я спросил: «Вы осудите гордого мальчика?» Он ответил: «Нет, я скажу, чтобы они стояли в стороне». Идея, от которой он отказывается. Осудишь ли ты этих людей? Осудим ли мы тех, о ком сейчас говорим? Осудим ли мы людей, которые напали на Капитолий? Что ты собираешься делать? Я дам вам минуту, президент Трамп, чтобы задать вопрос вдогонку. После того, как в прошлом месяце присяжные признали вас виновным в совершении 34 преступлений, вы заявили, что в случае переизбрания у вас, цитата, «будет полное право преследовать», конец цитаты, своих политических оппонентов. Вы только что говорили о том, что члены специального комитета по 6 января отправятся в тюрьму. Ваш главный политический оппонент стоит сегодня на сцене вместе с вами. Можете ли вы пояснить, что именно означает ваше мнение о том, что вы имеете полное право преследовать своих политических оппонентов? Ну, я сказал, что моим возмездием будет успех. Мы снова сделаем эту страну успешной, потому что сейчас это страна неудачников. Моим возмездием будет успех. Но когда он говорит об осужденном преступнике, его сын, осужденный преступник, на очень высоком уровне. Его сын осужден, будет осужден, возможно, еще много раз и должен был быть осужден раньше. Но его Министерство юстиции допустило истечение срока давности по самым важным делам. Но он может стать осужденным преступником, как только покинет свой пост. Джо может быть осужден за все, что он натворил. Он совершил ужасные вещи. Все эти смертельные случаи на границе, когда он говорил украинскому народу, что «мы хотим $1 миллиард, вы меняете прокурора». Иначе вы не получите $1 миллиард. Чтоб я когда-нибудь такое сказал, это услуга за услугу, что мы ничего не будем делать. Мы не дадим вам $1 миллиард, если вы не замените своего прокурора, связанного с сыном. Этот человек преступник. Этот человек, тебе повезло. Тебе повезло. Я не сделал ничего плохого. У нас была бы система, которая была бы подтасована и отвратительна. Я не сделал ничего плохого. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден, вы сказали, я перехожу прямо к вам, сэр. Вы хотите ответить? Давайте. Я дам вам минуту на ответ. Идея, что я сделал что-то плохое по отношению к тому, о чем ты говоришь, просто возмутительно. Это просто ложь. Первое. Второе. Идея о том, что ты имеешь право мстить любому американцу только потому, что твой президент не прав, просто ошибочно. Ни один президент никогда не говорил так. Ни один президент в нашей истории не говорил так раньше. Третье. Преступления, в которых тебя все еще обвиняют. И подумай обо всех своих гражданских штрафах. Сколько $1 миллиардов ты должен в качестве гражданских штрафов за то, что приставал к женщине прилюдно, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда твоя жена была беременна? То есть, о чем ты говоришь? У тебя мораль, как у уличного кота. Даю вам минуту, сэр. У меня не было секса с порнозвездой, во-первых. Во-вторых, это дело было начато и перенесено. Они перевели высокопоставленного чиновника из Минюста в прокуратуру Манхэттена, чтобы начать это дело. Это дело будет обжаловано и выиграно. У нас был очень ужасный судья, демократ. Все прокуроры были высокопоставленными демократами, назначенными, причем как по гражданским, так и по уголовным делам. В основном он преследовал своего политического оппонента, потому что думал, что это повредит мне. Но когда общественность узнала об этих делах, потому что они понимают это лучше, чем он понятия не имеет, что это за дела. Но когда они узнали об этих делах, знаете, что они сделали? Мои показатели в вопросах значительно выросли. Вы это знаете, потому что сообщаете об этом. И за последние 2 недели мы получили больше денег, чем за всю историю любой компании. Я не думаю, что какая-либо компания когда-либо получала сотни миллионов долларов, потому что общественность знает, что это мошенничество. И это парень, который преследует своего политического оппонента, потому что он не может победить честно и справедливо. Спасибо, президент Трамп. Президент Байден, вы сказали, цитирую, что Дональд Трамп и его республиканцы МАГА намерены уничтожить американскую демократию. Верите ли вы, что десятки миллионов американцев, которые, скорее всего, проголосуют за президента Трампа, будут голосовать против американской демократии? Чем больше они узнают о том, что он сделал, да? Чем больше они узнают о том, что он сделал.
И еще много чего. У него впереди еще много дел, у него есть целый ряд проблем, с которыми ему придется столкнуться. Я не знаю, что сделают присяжные, но я знаю, что у него есть реальная проблема. И поэтому тот факт, что... Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь президент сказал, что я буду искать возмездие? Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь из президентов сказал, что я считаю, что у него есть хорошие идеи? В первую очередь я решил баллотироваться после смерти сына в Ираке. Из-за Ирака я сказал, что больше не буду баллотироваться, пока не увидел, что произошло в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Люди выходили из леса со свастикой на факелах, с факелами, и пели ту же антисемитскую желчь, которую они пели в Германии. И что произошло? И молодая женщина была убита. Я разговаривал с матерью, и они спросили его, они сказали, что ты думаешь об этих людях, о тех, кого убили, о тех, кто пытался остановить это, и о тех, кого убили, он сказал, я думаю, что это прекрасные люди с обеих сторон. Какой американский президент когда-нибудь скажет, что нацисты, выходящие из полей, несущие факелы, поющие антисемитскую желчь, несущие свастики, это прекрасные люди? Это тот, кто говорит, что Гитлер делал хорошие вещи. Я хотел бы знать, что это за вещи. Хорошие вещи, которые сделал Гитлер. Вот что он сказал. У этого человека нет никакого представления об американской демократии. Президент Трамп. Джейк, вы оба знаете, что эта история была полностью стерта. Потому что, когда вы видите приговор, там говорится... 100% оправдание. Так что он продолжает в том же духе. Он говорит, что баллотировался из-за Шарлоттсвилля. Он баллотировался не из-за Шарлоттсвилля. Он баллотировался, потому что это был его последний шанс. Он не приспособлен быть президентом. Вы это знаете. И я знаю, что это смешно. У нас дебаты. Мы пытаемся оправдать его президентство. Его президентство, без сомнения, худший президент, худшее президентство в истории нашей страны. Мы не должны вести дебаты об этом. Здесь нечего обсуждать. Он придумал историю с Шарлоттсвиллем. И вы увидите, что она повсюду развенчана. Каждый ведущий, каждый здравомыслящий актер развенчал ее. А буквально на днях вышла статья, где она была полностью развенчана. Это вздорная история. Он это знает. И он выдвинул свою кандидатуру не из-за Шарлоттсвилля. Он использовал это как предлог, чтобы баллотироваться. Президент Байден. И развенчать. Это случилось. Достаточно послушать, что было сказано в то время. И идею, что это единственная причина, по которой я баллотировался. Я баллотировался, потому что боялся, что такой парень, как этот, может быть избран. Если он думал, что это хорошие люди, выходящие из того леса, несущие эти дрова, несущие эти факелы, то он не заслуживает быть президентом. Он вообще не заслуживает быть президентом. И то, что он говорит о том, что все это сфабриковано, мы видели своими глазами. Мы видели, что произошло 6 января. Мы видели, как люди ломились в окна зданий. Мы видели людей, занимающих его собственного вице-президента. Послушайте, есть причина, по которой 40 из 44 членов его кабинета отказались поддержать его в этот раз. Его вице-президент не поддержал его в этот раз. Так почему? Почему? Они хорошо его знают. Они служат вместе с ним. Почему они не поддерживают его? Спасибо, президент Байден. Мы скоро вернемся с продолжением президентских дебатов на CNN. Добро пожаловать на президентские дебаты CNN в прямом эфире из Джорджии. Давайте поговорим о постоянных проблемах, с которыми вы оба столкнулись в свой первый срок и с которыми вы, несомненно, столкнетесь во второй срок. Президент Байден, хотя безработица среди чернокожих снизилась до рекордно низкого уровня во время вашего президентства, чернокожие семьи по-прежнему зарабатывают гораздо меньше, чем белые семьи. Чернокожие матери по-прежнему в 3 раза чаще умирают от причин, связанных с беременностью, а чернокожие американцы попадают в тюрьму в 5 раз чаще, чем белые американцы. Что вы скажете чернокожим избирателям, которые разочарованы тем, что вы не добились большего прогресса? Они признают, что мы добились большого прогресса. Первое. Факты говорят о том, что за всю историю было открыто больше черных малых предприятий. Во-вторых, заработная плата чернокожих, безработица среди чернокожих находится на самом низком уровне за долгое время. В-третьих, мы пытаемся найти жилье для чернокожих американцев и справиться с сегрегацией, которая существует среди этих корпораций, которые сговорились не пускать людей в свои дома. Кроме того, мы обнаружили, что черные семьи сталкиваются с невероятно сложным выбором в отношении ухода за детьми. Когда мы принимали первый крупный законопроект в прошлом, мне удалось сократить расходы чернокожих на уход за детьми, сократить их в 2 раза. Мы собираемся обеспечить расходы на уход за детьми. Мы собираемся убедиться, что когда вы обеспечиваете защиту детских учреждений, вы увеличиваете экономический рост, потому что больше людей могут быть на рынке труда.
Так что еще многое предстоит сделать, значительно больше. Но мы уже многое сделали, и я не собираюсь сдаваться. И они это знают. У вас осталось 49 секунд. Что вы скажете чернокожим избирателям, которые разочарованы достигнутым прогрессом? Я скажу, что не виню их за разочарование. Инфляция все еще причиняет им серьезный ущерб. Например, я поддержал идею о том, что любая чернокожая семья, впервые покупающая жилье, должна получить налоговый кредит в размере $10 тысяч на покупку своего первого дома, чтобы они могли начать жить. Я добился того, чтобы все эти черные семьи и чернокожие люди, вынужденные брать раздувающиеся студенческие суды, если они работают медсестрами, врачами и занимаются волонтерской деятельностью, оплачивали свои счета в течение 10 лет, а их студенческий долг, все остальное прощалось через 10 лет. Миллионы людей воспользовались этой возможностью, и мы собираемся сделать еще больше для черных семей. Спасибо. Президент Трамп. И он вызвал инфляцию. Он обвиняет инфляцию. И он прав. Все было очень плохо. Он вызвал инфляцию. И она убивает черные семьи, латиноамериканские семьи и почти всех. Она убивает людей. Они больше не могут покупать продукты. Они не могут. Вы посмотрите на стоимость продуктов. Она удвоилась и утроилась. В 4 раза выросла. Они не могут жить. Они больше не живут. Он вызвал эту инфляцию. Я дал ему страну, где инфляции практически не было. Она была идеальной. Все было так хорошо. Все, что ему нужно было сделать, это оставить ее в покое. Он разрушил ее своей зеленой новой аферой и всеми остальными деньгами, которые выбрасываются в окно. Он вызвал инфляцию. Как бы вы ни были уверены, факт заключается в том, что главное бедствие для чернокожих – это миллионы людей, которым он разрешил въехать через границу. Теперь они занимают рабочие места чернокожих. И это может быть 18, это может быть 19 и даже 20 миллионов человек. Они занимают рабочие места чернокожих и латиноамериканцев. И вы этого еще не видели. Но вы увидите то, что станет худшим в нашей истории. Спасибо. Президент Байден. Инфляции не было, когда я стал президентом. Знаете почему? Экономика лежала на спине. Безработица составляла 50%. Он развалил экономику, абсолютно развалил. Вот почему в то время не было инфляции, не было рабочих мест. Мы обеспечили тысячи миллионов рабочих мест для людей, которые в этом участвуют, для общин, включая общины меньшинств. Мы позаботились о том, чтобы у них была медицинская страховка. С помощью ACA мы увеличили страхование. Я добился того, что на каждого человека в семье приходится $8 тысяч, которые можно списать на медицинское обслуживание. Но он хочет это отменить. Они пытались это сделать 50 раз. Он снова хочет избавиться от ACA, и они собираются повторить попытку, если выиграют. Мы оказались в таком положении, когда идея о том, что мы ничего не делаем, мы вывели на улицы больше полицейских, чем любая другая администрация. Он хочет сократить полицейских. Мы обеспечиваем равенство, справедливость и заботимся о том, чтобы у людей был шанс добиться успеха. Много чего происходит. Но инфляцию он вызвал своими огромными тратами на то, как он справился с пандемией. Спасибо. Еще один постоянный вызов – климатический кризис. 23-й год стал самым жарким за всю историю наблюдений, и жители по всей стране сталкиваются с разрушительными последствиями экстремальной жары, усиливающимися лесными пожарами, мощными ураганами и повышением уровня моря. Бывший президент Трамп, вы поклялись положить конец климатическим инициативам вашего оппонента. Но будете ли вы предпринимать действия в качестве президента, чтобы замедлить климатический кризис? Позвольте мне вернуться к тому, что он сказал о полиции, насколько близка к нему полиция. Почти каждая полицейская группа в стране из каждого штата поддерживает Дональда Джей Трампа. Почти все полицейские группы. И то, что он сделал с чернокожим населением, ужасно, включая тот факт, что в течение 10 лет он называл их суперхищниками. Мы не можем, в 90-х, мы не можем этого забыть. Суперхищники, вот как он их называл. И он называл их в течение 10, и они очень обиделись на это. А теперь они видят, как это происходит. Но когда они видят, что я сделал для реформы уголовного правосудия и для исторически черных колледжей и университетов, где я финансировал их, и добился, чтобы их всех финансировали, и зоны возможностей с Тимом, как вы знаете, Тим Скотт был невероятным. Он проделал огромную работу. Отличный сенатор от Южной Каролины. Он пришел ко мне с этой идеей, и это была отличная идея. Это один из самых успешных законов об экономическом развитии в стране. Зоны возможностей и самые большие бенефициары чернокожие. Вот почему у нас самые лучшие показатели по ним. Может быть, когда-нибудь. Они говорят, что никогда. Я читал сегодня утром, что это были самые лучшие цифры. Он потерял большую часть чернокожего населения, потому что он проделал ужасную работу для чернокожих. Он также проделал ужасную работу для латиноамериканцев.
американцев, но когда вы видите, что в нашу страну хлынули миллионы людей, которые собираются занять рабочие места, и это уже началось, а вы еще ничего не видели, это катастрофа. У вас осталось 38 секунд. Президент Трамп, предпримете ли вы какие-либо действия в качестве президента, чтобы замедлить климатический кризис? Итак, я хочу абсолютно безупречную, чистую воду и абсолютно чистый воздух. И у нас это было. У нас была H2O. У нас были лучшие показатели за всю историю. И мы использовали все виды энергии, все формы, все. И все же за мои 4 года у меня были лучшие показатели по экологии за всю историю. И мои лучшие специалисты по экологии дали мне эту статистику как раз перед тем, как я вышел на сцену. Я не знаю, где он был, черт возьми. Идея, что я и он сказали, правда. Я принял самый обширный, самый масштабный закон об изменении климата в истории. Кстати, мы оказались в черных колледжах. Я предложил $50 миллиардов для HBCU, исторических черных университетов и колледжей, потому что у них их нет. У них нет таких спонсоров, которые могли бы построить эти лаборатории и тому подобное. Любой чернокожий студент способен в колледже делать то же, что и любой белый студент. Просто у вас есть деньги. Но теперь они смогут получить рабочие места в сфере высоких технологий. Мы находимся в ситуации, когда идея, что он утверждает, что сделал что-то, что имеет чистейшую воду, он ни черта не сделал с окружающей средой. Он вышел из Парижского мирного соглашения. Климатическое соглашение, я немедленно присоединился к нему. Потому что если мы достигнем отметки в 1,5 градуса по Цельсию в любой момент, пути назад уже не будет. Единственная экзистенциальная угроза для человечества – это изменение климата. А он ни черта не сделал для этого. Он должен отменить все, что я сделал. Парижское соглашение должно было обойтись нам в $1 триллион, а Китаю ничего, России ничего, Индии ничего. Это был грабеж Соединенных Штатов. И я прекратил его, потому что не хотел тратить эти деньги впустую, потому что они ужасно с нами обращаются. Мы были единственными, кто стоил нам денег. Больше никто не платил. И это была катастрофа. Но все, что он сейчас сказал, я приведу вам в пример. Я слышал, как он говорил ранее инсулин. Это я добился того, чтобы пожилым людям выдавали инсулин. Я позаботился о пожилых людях. То, что он делает, это уничтожает все наши медицинские программы, потому что приезжают мигранты, им нужны все. И послушайте, у меня самое большое сердце на этой сцене. Я вам это гарантирую. И я хочу заботиться о людях. Но мы разрушаем нашу страну. Они захватывают наши школы, наши больницы, и они собираются захватить социальное обеспечение. Он уничтожает социальное обеспечение Medicare и Medicaid. Идея заключается в том, что мы, по сути, были единственными, кто не участвовал в Парижском соглашении. Как мы можем что-то сделать? Мы не в состоянии. Соединенные Штаты не могут взять это под контроль. Один из крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире. Во-первых, мы добиваемся значительного прогресса. К 1935 году мы сократим загрязнение окружающей среды вдвое. Мы добились значительного прогресса и продолжаем добиваться его. Мы создали климатический корпус для тысяч молодых людей, чтобы они учились справляться с проблемами, как в корпусе мира, и мы собираемся двигаться в направлениях, которые значительно изменят элементы причин загрязнения. Но он утверждает, что у него здесь самое большое сердце, и он действительно обеспокоен по поводу загрязнения климата. Я не видел никаких признаков этого. И, кстати, что касается рецептурных лекарств, то одна компания согласилась снизить цену до $35, к чему я призывал добровольно. Я убедился, что каждая компания в мире, каждая фармацевтическая компания не может быть вынуждена платить. Спасибо. И, кстати... Итак, каждый день миллионы американцев борются за то, чтобы свести концы с концами. Для многих пожилых американцев социальное обеспечение является важнейшим спасательным кругом. Президент Байден, если ничего не предпринять в отношении социального обеспечения, то через 10 лет пожилые люди увидят, как их пособия будут сокращены. Назовите сегодня один конкретный шаг, который вы готовы предпринять, чтобы сохранить платежеспособность системы социального обеспечения. Способ, да, заставить очень богатых платить свою справедливую долю. Сейчас все, кто зарабатывает меньше $170 тысяч, платят 6% от своего дохода с зарплаты. Каждый раз, когда они получают зарплату, начиная с того момента, когда им впервые исполнилось 18 лет, идея о том, что они собираются, я не предлагаю, чтобы все платили. Миллионеры платят 1%. 1%. Так что никто после... Я бы не стал повышать стоимость социального обеспечения для тех, у кого меньше $400 тысяч.
После этого я начал заставлять богатых платить свою справедливую долю, увеличив ее с 1%, чтобы иметь возможность гарантировать программу на всю жизнь. Итак, у вас осталось 72 секунды. Есть ли еще какие-нибудь меры, которые, по вашему мнению, могли бы помочь сохранить платежеспособность программы социального обеспечения? Или достаточно одной? Этого будет достаточно, чтобы сохранить его платежеспособность. Но самое главное, что я сделаю, если мы победим этого человека, потому что он хочет избавиться от социального обеспечения. Он считает, что в системе социального обеспечения есть что урезать. Он оба раза хотел сократить социальное обеспечение и Medicare. И вот что. И если вы посмотрите на программу, выдвинутую республиканской фракцией Палаты представителей, которую он поддерживает, то, по сути, он хочет сократить и ее. Идея о том, что нам не нужно защищать наших пожилых людей, просто смехотворна. Мы защищаем их, и, кстати, сегодня американская общественность имеет больший охват медицинским обслуживанием, чем когда-либо прежде. И по поводу ACA, как я уже сказал, вы оказались в ситуации, когда 400 тысяч человек, я имею в виду 40 миллионов человек, не будут иметь страховки, потому что у них есть существующее заболевание. Единственное, что позволяет им иметь такую страховку, это тот факт, что они, по сути, являются частью ACA. И, кстати, еще один момент. Мы находимся в ситуации, когда я говорю об образовании для черных общин. Я увеличил количество денег, выделяемых на Pell Grants, еще на $8 тысяч. Любой, кто зарабатывает меньше $70 тысяч в год, сможет получить $15 тысяч на оплату обучения. Он просто не знает, о чем Спасибо, говорит. президент Байден, президент Трамп. Я всю жизнь имею дело с политиками. Последние 8 лет я нахожусь по эту сторону уравнения. Я никогда не видел, чтобы кто-то врал так, как этот человек. Он лжет. Я никогда этого не видел. Он может смотреть вам в лицо. Так что у меня есть и много других вещей. И мы упомянули ноутбук. Мы упоминали Россию, Украину. Все, что он делает, ложь. Это ложная информация и дезинформация. История с неудачниками и лохами, которую он придумал, это полная ложь о военных. Это позор. Но социальное обеспечение... Он разрушает его, потому что миллионы людей вливаются в нашу страну, и они включают их в систему социального обеспечения. Они включают их в Medicare, Medicaid, они помещают их в наши больницы, они занимают там место наших граждан. То, что они делают с Министерством по делам ветеранов и нашими ветеранами, просто невероятно. Наши ветераны живут на улице, а эти люди в роскошных отелях. Он не понимает, что делает, и это действительно возвращается. Я никогда раньше не видел такого гнева в нашей стране. Президент Байден. Мысль о том, что о ветеранах не заботятся. Я уже говорил вам, кстати, что когда я сказал о лохах и неудачниках, он признал, что после этого уволил того генерала. Этого генерала уволили, потому что именно он признал, что он так и сказал. Он был тем, кто стоял с Трампом, когда он сказал это. Номер один. Второе. Идея о том, что мы окажемся в ситуации, когда все эти миллионы и миллионы разговоров о том, что нелегалы приезжают в страну и забирают наши рабочие места. Есть причина, по которой у нас самая быстро растущая экономика в мире. Причина, по которой у нас самая успешная экономика в мире. У нас дела идут лучше, чем у любой другой страны в мире. И, кстати, те 15 нобелевских лауреатов, о которых он говорил, что они фальшивые, те 15 нобелевских лауреатов, экономисты, они все сказали, что если Трамп будет переизбран, у нас, скорее всего, будет рецессия, а инфляция будет все больше расти. И, кстати, худший президент в истории, 159 ученых-президентов признали его худшим президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Президент Байден, большое спасибо. Давайте перейдем к вопросу о стоимости ухода за детьми, который с трудом могут позволить себе многие американские семьи. Президент Трамп и вы, и президент Байден пытались решить эту проблему, но средняя стоимость ухода за детьми в этой стране выросла до более чем $11 тысяч в год на одного ребенка. Для многих семей расходы на уход за 2 детьми превышают арендную плату. Что бы вы сделали во время вашего второго срока, чтобы сделать уход за детьми более доступным? Просто вернемся к тому, что генерала уволили, потому что он не годился. И если он так сказал, значит, он это выдумал. Но у нас есть 19 человек, которые сказали, что я этого не говорил. И они очень уважаемы, гораздо больше, чем он. Другое дело, что он не увольняет людей. Он никогда не увольнял людей. Я никогда не видел, чтобы он кого-то увольнял. Я увольнял многих. Я уволил Коми, потому что от него не было никакого толку. Я уволил многих высокопоставленных людей в ФБР, осушил болото. Они не годились. Нелегко увольнять людей. За это приходится платить. Но они не годились. Эти люди достались мне в наследство. Я не ставил его. Я не ставил туда Коми. Он не годился. Я его уволил. Этот парень никого не уволил. Он никогда не увольняет.
Он должен был уволить всех военных, которые были причастны к этому афганскому шоу ужасов, позорнейшему моменту в истории нашей страны. Он не уволил. А вы уволили кого-нибудь? Уволили ли вы кого-нибудь из тех, кто находится на границе, кто позволил нам иметь самую худшую границу в истории мира? Уволили ли кого-нибудь за то, что он позволил 18 миллионам человек, многим из тюрем, многим из психиатрических лечебниц? Уволили ли вы кого-нибудь, кто позволил разрушить нашу страну? Джо, наша страна разрушается, пока мы с тобой сидим здесь и тратим кучу времени на эти дебаты. Это не должно быть дебатами. Он худший президент. Он сказал обо мне только потому, что я это сказал. Но послушайте, он худший президент в истории нашей страны. Он разрушил нашу страну. А теперь вдруг он пытается проявить жесткость на границе. Вы выходите с пустой сделкой, и она немного уменьшила ее. Немного, вот настолько. Это ничтожно мало. Он хочет открытых границ. Он хочет, чтобы наша страна была либо разрушена, либо чтобы эти люди стали его избирателями. И я не думаю, что мы можем просто не позволить этому случиться. Если он победит на этих выборах, у нашей страны не будет ни единого шанса, даже шанса выбраться из этой колеи. Возможно, у нас больше не останется страны. Вот насколько все плохо. Он худший в истории. Спасибо, президент Трамп, президент Байден. Мы самая восхитительная страна в мире. Мы Соединенные Штаты Америки. Нет ничего сверх наших возможностей. У нас самые лучшие вооруженные силы в истории мира, самые лучшие в истории мира. Никто не считает нас слабыми, никто не хочет с нами шутить. Никто. Номер один. Второе. Идея, что мы говорим о худших президентах. Я не шучу. Посмотрите. Зайдите в интернет. 159 или 58. У меня нет точного числа. Президентские историки собрались и проголосовали, кто является худшим президентом в американской истории, от лучшего к худшему. Они сказали, что он был худшим за всю американскую историю. Это факт, это не домысел. Он может утверждать, что это не так, но они проголосовали именно так. Идея о том, что он знает, делает что-то для решения проблемы ухода за детьми. Он практически ничего не сделал для ухода за детьми. Мы должны значительно увеличить налоговые льготы по уходу за детьми. Мы должны значительно расширить возможности женщин и мужчин или одиноких родителей вернуться на работу. И мы должны поощрять предприятия, чтобы они имели учреждения Спасибо, по президент уходу за Байден. детьми. Президент Трамп. Вопрос был о том, что бы вы сделали, чтобы сделать уход за детьми более доступным, если вы хотите воспользоваться своей минутой. Просто вы понимаете, у нас есть опросы, у нас есть и другие вещи, в которых его оценивают как худшего, потому что то, что он сделал, настолько плохо. И они оценивают меня. Я покажу вам. Я вам покажу. И они оценивают меня как одного из лучших. Ясно? И если мне дадут еще 4 года, я стану лучшим. Я думаю, я стану лучшим. Никто никогда не создавал такую экономику, как мы. Никто не снижал налоги так, как мы. Он единственный, кого я знаю. Он хочет поднять ваши налоги в 4 раза. Он хочет поднять налоги для всех в 4 раза. Он хочет, чтобы налоговые льготы Трампа истекли. Так что все люди, включая вас двоих, будут платить в 4-5 раз больше. Никто никогда не слышал об этом раньше. Всю свою жизнь я рос и видел, как политики говорили о снижении налогов. Когда мы снижали налоги, как я уже сказал, мы вели больше бизнеса. Apple и все эти компании возвращали деньги в нашу страну. Худший президент в истории, безусловно, и все люди это знают. Президент Байден. Послушайте, дело в том, что он глубоко ошибается. Он повысил тарифы, он увеличит налоги на людей среднего класса. Я сказал, что никогда не буду повышать налоги на тех, кто зарабатывает меньше 40 тысяч долларов. Я и не повышал. Но этот тариф 10% на все, что ввозится в страну. Знаете, что говорят экономисты? Это обойдется среднему американцу на 2500 долларов в год дороже, потому что им придется платить разницу в еде. И все, что важно. Во-вторых, он находится в ситуации, когда говорит о том, что он не вырос. Он как-то помог среднему классу. Средний класс был опустошен тобой. Теперь ты хочешь нового снижения налогов на 5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, что приведет к фундаментальному банкротству страны. У тебя самый большой дефицит среди всех президентов в американской истории. Номер 1. Второе. Ты фактически не установил никаких контактов, не добился никакого прогресса в отношениях с Китаем. У нас самый низкий торговый дефицит с Китаем с 2010 года. У тебя был самый Спасибо, высокий. президент Байден. Спасибо, президент Байден. Давайте обсудим эпидемию, затрагивающую миллионы американцев, которую вы оба сделали главным приоритетом в свой первый срок – опиоидный кризис. И вы оба отмечаете, что число смертей от передозировки в этой стране растет. Во время вашего срока оно выросло, при вас оно выросло. Бывший президент Трамп, несмотря на усилия, которые вы оба приложили, более 100 тысяч американцев ежегодно умирают от передозировки, в основном от фентанила и других опиоидов. Что вы сделаете, чтобы помочь американцам, которые сейчас находятся в муках зависимости и пытаются получить необходимое лечение?
В заключение, у нас самый большой дефицит в истории нашей страны при нем. У нас самый большой дефицит с Китаем. Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги из Китая. У нас есть... Так что я думаю, что он боится иметь с этим дело. Или что-то в этом роде. Но вы заметили, что он никогда не отменял мои тарифы, потому что мы приносим так много денег, благодаря тарифам, которые я ввел против Китая. Он никогда их не отменял. Он не может, потому что это слишком большие деньги. Огромные. И мы спасли нашу сталелитейную промышленность, а впереди было еще больше. Но он этого не сделал. Но он не снизил тарифы, потому что не может, потому что это слишком много денег. Но у него самый большой дефицит в истории нашей страны. И у него самая худшая ситуация с Китаем. Китай будет владеть нами, если вы и дальше будете позволять им делать то, что они делают с нами, как со страной. Они убивают нас, как страну, Джо. И ты не можешь этого допустить. Ты разрушаешь нашу страну. Итак, президент Трамп, у вас осталось 67 секунд. Вопрос заключался в том, что вы собираетесь сделать, чтобы помочь американцам, страдающим от наркотической зависимости, которые сейчас пытаются получить необходимое лечение. Джейк, мы очень хорошо справлялись с проблемой наркомании, пока не появился COVID. У нас было 2,5, почти 3 года такого состояния, какого еще не было ни в одной стране во всех отношениях. И тогда нам пришлось действовать жестко. И это было... Наркотики текли через границу, где оно начало расти. У нас появилось отличное оборудование. Мы купили определенную собаку. Это самая невероятная вещь, которую вы когда-либо видели. Как они могут обнаружить ее? Мы много чего делали, и у нас были очень низкие показатели. Очень-очень низкие показатели. А потом появился он. Цифры. Вы видели, какие сейчас цифры? Я считаю, что не только 18 миллионов человек. Это еще мало, потому что они сбежали. Они даже не говорят о побегах. Но количество наркотиков и человеческий трафик с женщинами, пересекающими нашу границу, худшее, что я когда-либо видел. В таких количествах, каких никто никогда не видел при нем, потому что граница настолько плоха. Но сейчас количество наркотиков, поступающих через нашу границу, самое большое за всю историю. Президент Трамп, спасибо. Президент Байден? Фентанил и побочные продукты фентанила снизились на некоторое время. И я хотел убедиться, что мы используем оборудование, способное обнаружить фентанил, эти большие машины, которые проверяют все, что пересекает границу. И это стоит больших денег. Это было частью сделки, которую мы заключили. Двухпартийная сделка. Больше машин для обнаружения фентанила, больше машин для обнаружения наркотиков, все больше и больше агентов, все больше людей на границе. И когда мы заключили эту сделку, он позвонил своим коллегам-республиканцам и сказал: «Не делайте этого. Это нанесет мне политический ущерб». Нет, он никогда не утверждал, что это плохой законопроект. Это действительно хороший законопроект. Нам нужны эти машины. Нам нужны эти машины. И мы очень жестко боремся с компонентами фентанила во всех странах в Азии. И Мексика работает с нами, чтобы убедиться, что у них нет технологий, позволяющей собрать их вместе. Это то, что мы должны сделать. Нам нужны эти машины. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп. И снова вопрос о том, что американцы, страдающие от наркотической зависимости, сейчас пытаются получить необходимое лечение. Поскольку оно имеет отношение... Он покончил с тем, чтобы оставались в Мексике? Он покончил с политикой «поймай и отпусти». Я создал «поймай и отпусти» в Мексике, а не «поймай и отпусти» здесь. Мы столько всего сделали, вели тяжелые переговоры с Мексикой, а я получил все это просто так. Это как если бы у вас был заложник. Мы всегда платим $6 миллиардов каждый раз за заложника. Теперь у нас есть заложник, репортер Wall Street Journal. По-моему, хороший парень. И он там, потому что Путин смеется над этим парнем, возможно, просит миллиарды долларов за репортера. Я освобожу его очень быстро, как только вступлю в должность. Еще до вступления в должность я сказал, что буквально сразу после победы на выборах я вытащу этого репортера. Он давно должен был его вытащить, но Путин, вероятно, требует миллиарды и миллиарды долларов, потому что этот платит каждый раз. У нас было 2 случая. Мы заплатили $6 миллиардов за 5 человек. Я вытащил 58 человек и практически ничего не заплатил. Спасибо, президент Трамп. Дана? Давайте перейдем к вопросам, которые волнуют избирателей в отношении каждого из вас. Президент Байден, в конце 2-го срока вам будет 86 лет. Как вы реагируете на опасения по поводу вашей способности справляться с самой сложной работой в мире, когда вам далеко за 80? Ну, во-первых, половину своей карьеры я провел, подвергаясь критике, будучи самым молодым человеком в политике. Я был 2-м самым молодым человеком, когда-либо избранным в Сенат Соединенных Штатов. А теперь я самый старый. Этот парень на 3 года моложе и гораздо менее компетентен. Я думаю, что просто посмотрите данные списка моих заслуг. Посмотрите, что я сделал. Я переломил ту ужасную ситуацию, которую он мне оставил. Как я уже сказал, 50 миллионов новых рабочих мест, 800 тысяч рабочих мест в производстве, больше
инвестиций в Америку, более миллиарды долларов частных инвестиций в предприятия, которые мы развиваем. Кстати, мы привлекли много людей. Вся идея с компьютерными чипами. Мы занимали 40% рынка. Мы изобрели эти чипы и потеряли их, потому что он отправлял людей найти самую дешевую работу за границей и привозить товар домой. Поэтому я отправился в Южную Корею. Я убедил Samsung инвестировать миллиарды долларов здесь, в Соединенных Штатах. И знаете что? На тех производствах, которые они называют заводами по производству чипов, платят более 100 тысяч долларов. Для этого не нужно иметь высшее образование. И миллиарды, около 40 миллиардов долларов, уже инвестированы и строятся прямо сейчас в Соединенных Штатах, создавая значительные рабочие места для американцев со всего мира. Президент Байден, у вас осталось 40 секунд. Хотите ли вы что-нибудь добавить? Да, хотел бы. Идея о том, что мы являемся неудачливой страной. Я никогда раньше не слышал, чтобы президент так говорил. Мы были предметом зависти всего мира. Назовите мне хоть одного президента крупной страны, который не поменялся бы местами с Соединенными Штатами Америки, со всеми нашими проблемами и всеми нашими возможностями. Мы самая прогрессивная страна в мире и добиваемся всего. Мы самая сильная страна в мире. Мы страна, которая держит свое слово. И все нам доверяют. Все наши союзники, и наши АП, и наши... Те, кому он звонит, Ким Чен Ын, посылает любовные письма Путину и так далее. Они не хотят с нами связываться. Спасибо. Бывший президент Трамп, в продолжение темы, в конце вашего второго срока вам будет 82 года. Что вы скажете избирателям, которые сомневаются в вашей способности работать? Я прошел 2 теста, когнитивные тесты. Я преуспел на них. Оба теста, как вы знаете, мы обнародовали. Он не проходил ни одного. Я бы хотел, чтобы он прошел один, всего один. Очень легкий. Например, пройти первые 5 вопросов. Он не смог бы этого сделать. Но я прошел 2 когнитивных теста. Я проходил медосмотр каждый год. И знаете, мы стучим по дереву везде, где есть... что у меня очень хорошее здоровье. Я только что выиграл 2 клубных чемпионата, даже не для старших, а обычных. Чтобы сделать это, нужно быть очень умным и уметь далеко бить по мячу. И я это делаю. У него не получается. Он не может ударить по мячу на 50 ярдов. Он вызвал меня на матч по гольфу. Он не может ударить по мячу на 50 ярдов. Я думаю, что нахожусь в очень хорошей форме. Мне кажется, что я в такой же форме, как и 25-30 лет назад. На самом деле, я, наверное, немного легче, но я в такой же хорошей форме, как и годы назад. Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя так же. Но я хотел пройти когнитивный тест. И знаете что? Если я не просто справился с ним, я справился на отлично. Доктор Ронни Джексон, который был врачом Белого дома, отличный парень, а потом я прошел еще один похожий. И один из них сказал, что они никогда не видели, чтобы кто-то справился на отлично. Спасибо. Президент Байден. Вы можете видеть, что его рост 6 футов 5 дюймов 195 сантиметров, а вес всего 223 фунта 101 килограмм, или 235 фунтов 106 килограммов. Ну, ты сказал 6,4, 200. В любом случае, это то, что ты... В любом случае. Просто посмотрите на то, что он говорит, и посмотрите на то, что он есть. Слушайте, я бы с удовольствием устроил с ним соревнования по вождению. Мой гандикап в гольфе, который, когда я был вице-президентом, снизился до 6. И, кстати, я уже говорил тебе, что с удовольствием поиграю в гольф, если ты сам будешь носить свою сумку. Думаешь, у тебя получится? Это самая большая ложь, что у него 6-й гандикап из всех. У меня был 8-й гандикап. Да. 8-й. Никогда. Но у меня, знаете ли... Я видел свинг. Я знаю твой свинг. Знаете, Давай не будем вести раундов? себя как дети. Президент Трамп, мы собираемся 21 к вам. Давай не будем вести себя как дети. К Ты и есть конкретной проблеме, ребенок. которая волнует избирателей насчет вас. Пообещаете ли вы сегодня вечером, что после того, как будут исчерпаны все юридические проблемы, вы примете результаты этих выборов, независимо от того, кто победит? И вы прямо сейчас скажете, что политическое насилие в любой форме неприемлемо? Вообще-то я не должен говорить об этом, но, конечно, я считаю, что оно абсолютно неприемлемо. И если вы посмотрите мои заявления, которые я сделал в Твиттер в то время, а также мое заявление, которое я сделал в Роуз Гарден, вы скажете, что это одно из самых сильных заявлений, которые вы когда-либо видели. В дополнение к речи, которую я произнес перед, я полагаю, самой большой толпой, перед которой я когда-либо выступал. И я скажу вам, что никто никогда не говорит об этом. Они говорят о сравнительно небольшом количестве людей, которые пришли в Капитолий, и во многих случаях их впускала полиция. И, как сказала Нэнси Пелоси, это была ее ответственность, а не моя. Она сказала это громко и четко. Но ответ таков: если выборы будут честными, свободными, и я хочу этого больше, чем кто-либо другой. И вот что я вам скажу. Я бы хотел, чтобы он был великим президентом, потому что меня бы сейчас здесь не было. Я был бы в одном из своих многочисленных мест, где наслаждался бы жизнью. Мне бы не предъявили обвинения, потому что я не был бы его политическим противником. Понимаете, противником, потому что он предъявил мне обвинения. Потому что я был его оппонентом. Я бы хотел, чтобы он был великим
великим президентом, я бы предпочел это. Меня бы здесь не было. Я не против быть здесь. Но единственная причина, по которой я здесь, в том, что он настолько плох, как президент, что я собираюсь сделать Америку снова великой. Мы снова сделаем Америку великой. Сейчас мы неудачливая нация. Мы серьезно неудачливая нация. И мы терпим неудачу из-за него. Его политика настолько плоха. Его военная политика безумна. Это безумие. При нем эти войны никогда не закончатся. Он ввергнет нас в Третью мировую войну. А мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить. Мы очень-очень близки к Третьей мировой войне. И он ведет нас туда. И Ким Чен Ын, и президент Китая Си, и Ким Чен Ын из Северной Кореи, все эти, и Путин, они не уважают его. Они его не боятся. У них нет ничего общего с этим джентльменом. И он собирается втянуть нас в Третью мировую войну. Вы хотите Третьей мировой войны? Пусть он идет и побеждает, и пусть Путин скажет: делайте, что хотите, НАТО, делайте, что хотите. Есть такая штука, как 5-я статья. Нападение на одного – это нападение на всех, требующее ответа. Идея. Я не могу назвать ни одного крупного лидера в мире, который не поменялся бы местами в том, что сделал я, и в том, что сделали они. Потому что мы могущественная нация. У нас прекрасный мир благодаря народу, не мне, а американскому народу. Они способны на все, и они делают шаг вперед, когда это необходимо. А сейчас мы нужны. Мы должны защищать мир, потому что это наша собственная безопасность, как государство. И опять же, вы хотите войны. Просто позвольте Путину пойти вперед и взять Киев. Убедитесь, что они пойдут дальше. Посмотрите, что произойдет в Польше, Венгрии и других местах вдоль этой границы. Тогда у вас будет война. Президент Трамп, я возвращаюсь к вам за ответом. Вопрос был такой: согласитесь ли вы на результаты этих выборов, независимо от того, кто победит? Если позволите, я просто закончу то, что он сказал. Россия, они забрали много земли у Буша, они взяли много земли у Обамы и Байдена. Они не взяли ни земли, ничего у Трампа, ничего. Он знал, что этого делать нельзя. Он не будет играть со мной в игры. Он знал это. Я очень хорошо с ним ладил, но он знал, что не стоит играть в игры. Он ничего у меня не брал. Но теперь он собирается забрать все у этого человека, вот этого. Это война, которая никогда не должна была начаться. Она никогда бы не началась. Никогда со мной. А он собирается забрать Украину. И знаете, вы уже задавали мне вопрос, сделали бы вы это, сделали бы вы. Он поставил нас в такое плохое положение сейчас с Украиной и Россией, потому что Украина не выигрывает эту войну. Он сказал: я не урегулирую, пока не придет время. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей. И они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым 1000 лет, и все из-за него и глупых решений. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом. Президент Трамп, вопрос был: признаете ли вы результаты выборов, независимо от того, кто победит, пожалуйста, да или нет? Если это честные, законные и хорошие выборы, то, безусловно, я бы предпочел принять их. Но мошенничество и все остальное было просто смехотворно. И если хотите, мы проведем пресс-конференцию по этому поводу через неделю или устроим еще одну такую же через неделю. Но я абсолютно точно... Нет ничего, что я бы предпочел сделать. Мне было бы гораздо проще сделать это, чем я снова баллотируюсь. Я не собирался выдвигать свою кандидатуру, пока не увидел, какую ужасную работу он проделал. Он разрушает нашу страну. Я был бы очень рад оказаться где-нибудь в другом месте, в хорошем месте. И опять же, никаких обвинений, ничего насчет политических оппонентов, потому что только так, по его мнению, он может победить. Но, к сожалению, это подняло мои показатели и на очень высокий уровень, потому что люди это понимают. Посмотрим, каковы будут твои показатели, когда выборы закончатся. Посмотрим. Ты нытик. Когда ты проиграл в первый раз, ты продолжал, ты подал апелляцию снова и снова в суды по всей стране. Ни один суд в Америке не сказал, что твои претензии обоснованы. Ни государственный, ни местный, ни один. Но ты продолжаешь провоцировать эту ложь о том, что все это искажение информации, все это воровство. Нет никаких доказательств этого. И вот что я тебе скажу. Я сомневаюсь, что ты примешь это, потому что ты такой нытик. Идея, что если ты снова проиграешь, то примешь все, ты не можете смириться с проигрышем. Что-то сломалось в тебе, когда ты проиграл в прошлый раз. Мы сейчас вернемся. С продолжением президентских дебатов на CNN в прямом эфире из Джорджии. Пришло время кандидатам выступить с заключительными речами, что было предопределено броском монеты. Мы начнем с вас, президент Байден. У вас есть 2 минуты.
Мы добились значительного прогресса после разгрома, оставленного президентом Трампом в его последний срок. Мы оказались в ситуации, когда, во-первых, мы должны убедиться, что у нас справедливая налоговая система. Я спрашиваю всех зрителей или тех, кто смотрит эти дебаты, считаете ли вы налоговую систему справедливой? Дело в том, что я сказал, что никто из тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов, не получил и не получит ни цента повышения налогов. И если меня переизберут, так будет и впредь. Но этот парень увеличил ваши налоги из-за дефицита. Во-первых, он увеличил инфляцию из-за разрушений, которые он оставил после того, каким образом он справлялся с пандемией. И он оказался в таком положении, что теперь хочет обложить вас еще большим налогом, введя 10% тариф на все, что ввозится в Соединенные Штаты Америки. Что сделал я? Например, он хочет избавиться от возможности Medicare сделать, от возможности, чтобы мы могли договариваться о ценах на лекарства с крупными фармацевтическими компаниями. И что же? Мы получили это. Мы снизили цену до 35 долларов за инсулин вместо 400 долларов, не более 2000 долларов на каждого пожилого человека, независимо от того, сколько рецептов ему требуется. Знаете, что это дало? Это сократило федеральный дефицит. Долг на 160 миллиардов долларов за 10 лет, потому что правительству не нужно оплачивать непомерные цены. Я собираюсь сделать это доступным для каждого пенсионера. Все это происходит сейчас и со всеми в Америке. Он хочет избавиться от этого. Мы позаботимся о том, чтобы у нас были детские учреждения. Мы собираемся значительно увеличить кредиты на уход за детьми. Я собираюсь убедиться, что мы что-то делаем со свинцовыми трубами и всем тем, что вызывает проблемы со здоровьем у людей по всей стране. Мы продолжим бороться за снижение инфляции и дадим людям передышку. Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, теперь у вас есть 2 минуты для заключительного слова. Как и многие политики, этот человек просто жалуется. Он говорит, мы хотим сделать это, мы хотим сделать то, мы хотим избавиться от этого налога, от того налога, но он ничего не делает. Он ничего не делает. Все, что он делает, это делает нашу страну небезопасной, позволяя миллионам и миллионам людей вливаться в нее. Наши военные его не уважают. Мы выглядим как дураки в Афганистане. Мы не остановились. Израиль — это была такая ужасная вещь, которая никогда не должна была случиться. Этого не должно было случиться. Иран был разорен. Все, кто вел бизнес с Ираном, включая Китай, не могли вести дела с Соединенными Штатами. Они все прошли. Иран был на мели. У них не было денег на таких, как Хамас или Хезболла, на террор, вообще никаких денег. Опять же, Украина никогда не должна была случиться. Он говорит обо всем этом, но не делает этого. В течение 3,5 лет мы живем в аду. У нас есть палестинцы, и у нас есть все остальные, которые бунтуют повсюду. Вы говорите о Шарлоттсвилле. Это в 100 раз больше Шарлоттсвилля, в 1000 раз больше. Вся страна взрывается из-за тебя, потому что они не уважают тебя, а они должны уважать своего президента. И они не уважают тебя во всем мире. То, что мы сделали, было невероятно. Мы восстановили армию. Мы добились крупнейшего в истории снижения налогов, крупнейшего в истории сокращения регулирования. Причина, по которой у него есть рабочие места, заключается в том, что я сократил регулирование, которое давало рабочие места. Но он снова вводит многие из этих норм. Все, что мы сделали, никто никогда не видел ничего подобного. Даже с точки зрения медицины, право попробовать. Мы можем попробовать материалы космической эры, вместо того, чтобы ехать в Азию или в Европу и пытаться получить их, когда вы неизлечимо больны. Теперь вы можете пойти и получить что-то. Вы подписываете документ. Они пытались получить его в течение 42 лет. Но вы знаете, что мы сделали для военных? Это невероятный выбор для наших солдат, где наши солдаты, вместо того, чтобы ждать 3 месяца, чтобы попасть к врачу, могут пойти и привести себя в порядок, подготовиться и позаботиться о себе. И они живут. Вот почему у меня самый высокий рейтинг одобрения в истории Министерства по делам ветеранов. Все это было в стране, которая терпела неудачи, но теперь она больше не будет терпеть неудачи. Мы снова сделаем ее великой. Спасибо, бывший президент Трамп, президент Байден. Оставайтесь с нами, потому что у нас есть полный анализ этих дебатов. Андерсон Купер и Аарон Бернетт начинают прямо сейчас на CNN.